Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Я сейчас на берегу Черного моря и хочу с вами обсудить ту ситуацию, которая сложилась сейчас в отношении дела про убийство Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Совсем недавно новый адвокат Зинченко, Лариса Криворучка, опубликовала у себя на Фейсбуке и также в интернет-ресурсе «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучка статью под названием, примерно таким, что суд должен услышать голос защиты. Имеется в виду защиты Вячеслава Зинченко. О чем там идет речь? Если взглянуть широко, речь идет вообще-то даже не о том, что Лариса пытается доказать отсутствие вины Зинченко или опровергнуть какие-то там доказательства его причастности к этому убийству, а речь идет совсем о другом. Как адвокат она вступила в дело приблизительно где-то с 1 мая 2026 года, и в процессе вникания в это дело ей стали известны факты о том, что адвокаты Зинченко, в частности Игорь Сулима и Владимир Вороняк, фактически имитировали защиту, то есть имитировали свое участие в деле в качестве адвокатов. То есть они, если взять позицию Ларисы Криворучка, они были фиктивными адвокатами, то есть действовали в большинстве ситуаций, в большинстве случаев в судебных заседаниях как фиктивные адвокаты. О чем речь? Речь о том, что их договора, которыми регулировалось их взаимоотношения с подзащитным, то есть с Вячеславом Зинченко, они в соответствии с законом про адвокатскую деятельность, они утратили силу с момента, когда, для Игоря Сулимы, с момента, когда у него было остановлено действие его адвокатского свидетельства, то есть остановили где-то в марте 2025 года, и после того, как действие свидетельства было восстановлено, договор не перезаключился. А это значит, что Игорь Сулима, такая позиция Ларисы Криворучка, не имеет и не имел права выполнять обязанности адвоката, то есть оказывать юридическую помощь, квалифицированную Зинченко. То же самое касается и Владимира Вороняка. Там ситуация, она возникла в декабре 2025 года по январь 2026 года. Тоже были случаи, когда Владимир Вороняк принимал участие в судебных заседаниях без полномочий адвокатских, то есть с остановленным свидетельством и после с неперезаключенным договором о оказании юридической помощи Вячеславу Зинченко. Все это вместе, если еще учесть то, что третий адвокат Юрий Немировский, он вообще был отстранен от
участие в деле тоже где-то с мая 2025 года. Все это в совокупности представляет собой картину, что Зинченко фактически был лишен квалифицированной юридической помощи, адвокатской. И что это значит? И какова позиция Ларисы Криворучко по этому поводу в этой ситуации? Позиция радикальная, нужно сказать, и я могу с ней согласиться, то есть с этой радикальной позицией. В чем же радикализм Криворучко? Радикализм состоит в том, что суд обязан обеспечить обвиняемому соблюдение его права на квалифицированную юридическую помощь, то есть в полном объеме. О чем речь? Речь идет о том, что когда обвиняемый желает получать помощь от 3 адвокатов, на которые он имеет право, он должен получать помощь именно от 3 адвокатов. Не от 2 адвокатов, а 3 как бы без полномочий. Или не от 2 адвокатов, которые вообще без полномочий, с неперезаключенными договорами. Именно поэтому Лариса Криворучко, ну я так понимаю, сформировала свою правовую позицию в отношении этой ситуации. Такую она будет требовать суд вернуть процесс, ну, практически с самого начала. С самого начала это было бы правильно, потому что необеспечение права на защиту сделает в случае принятия решения судом, сделает такое решение уязвимым. Поэтому нужно процесс откатить. И как минимум все те действия, которые были совершены с участием адвоката с неперезаключенными договорами о оказании юридической помощи, ну это как минимум где-то с марта, да, приблизительно 2025 года, когда исследовались там доказательства стороны обвинения, потом, значит, пошли допросы свидетелей. В общем, все, вот это все, ну, практически с самого начала. Нужно повторить эти действия с участием уже действующего адвоката, который имеет полномочия и договор с обвиняемым, у которого действующий, действительный. Именно поэтому, значит, вот нужно определиться суду с этой ситуацией. То есть будет ли суд ломать через колено процесс и требовать участия в этом процессе Ларисы Криворучко в ситуации, когда суд не захочет откатывать процесс назад. То есть проигнорирует ходатайство Криворучко об откате процессуальных действий, то есть признание этих действий противозаконными. Ну, в том числе и ухвал о продлении запобежного захода. Вот. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому я и, наверное, все сторонники Вячеслава Зинченко ожидают от суда именно такого решения. Конечно же, есть другая сторона, потерпевшая, например, да, и также сторона обвинения, которые будут возражать против такого решения суда, хотя оно, ну, с моей точки зрения, было бы очень правильным. Особенно это касается Софии Особы. Она же очень устала от процесса. Она уже вот ожидала вот-вот осуществится ее мечта, что Вячеслав Зинченко
сядет на пожизненное, и потом они, значит, сгноят его в тюрьме, и он там сдохнет в этой тюрьме, ну, как она и обещала своим соратникам, своим однопартийцам, значит, Олегу Тягнебоку, значит, затем Андрею, там, ну, в общем, всем свободовцам, да, вот она обещала такое. И тут вдруг все это дело приходится повторять заново. Ну, можете представить себе бегуна, который бежит на дистанции, вот он уже видит финишную прямую, и тут, оказывается, ему нужно еще продолжать, ну, примерно столько же, да? С учетом того, что доказательства в этом деле, представленные стороной обвинения, доказательства вины Вячеслава Зинченко очень сомнительны, и адвокат, вступивший в дело, очень квалифицированный, то можно ожидать, что действия суда будут, ну, совсем другими, чем действия, которые суд уже совершал. В том числе и суд может направить на повторную экспертизу дополнительную, например, ДНК-экспертиза, портретная экспертиза, адерологическая экспертиза. Все это суд может повторить для того, чтобы избежать обоснованных сомнений в доказательствах. А обоснованные сомнения есть. Ну, в частности, в отношении ДНК-экспертизы все знают, что она совершена с третьего раза. То есть с третьего раза обнаружена ДНК Зинченко. Первые две экспертизы дали нулевой результат, то есть Зинченко не был обнаружен. Вообще никаких ядер обнаружено не было. Контроверсийность ДНК-экспертизы с адерологической, то есть на стуле была ДНК с третьего раза, запаха не было, а на лавке был запах, но не было ДНК. Это говорит о том, что адерологическая экспертиза тоже обоснованно ставится под сомнение. Портретная экспертиза, ну, там множество нюансов, и, короче, вот если все их учесть рецензию, которая была подана Юрием Немировским, эти нюансы, они, опять же, дают основания направить на повторную портретную экспертизу. Что касается гильзы, которая там путешествует от 5-го подъезда к 6-му по документам, тоже там возникают вопросы, которые нужно решить именно без обоснованных сомнений. И вот поэтому все вот эти вот вопросы должны быть решены судом, и если суд их будет решать по закону, то он действительно должен будет принять решение об откате всех своих решений, ну, до той точки, которая началась с момента прекращения полномочий Игоря Сулимы, то есть с точки марта 2025 года. Поэтому я желаю всем нам успеха и действительно рассмотрения дела правомочным судом, без всяких там нарушений, то есть в том числе нарушение права Вячеслава Зинченко на квалифицированную юридическую помощь. Ну, вот такая ситуация. Друзья, ждем решения суда. Я буду следить за этим. Всем нам успеха. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.